Вообще, что меня вообще интересует в Аргентине? Чего я тут сижу столько лет? Для тех, кто может, ну, не все прямо мои подписчики, может, кто новый зайдет, посмотрит. Это из Аргентины, это город Буэнос-Айрес. Живу я здесь почти 30 лет в Буэнос-Айресе. То есть практически мы приехали сюда в прошлом столетии, в 96-м году. Мы не знали ничего об Аргентине, почему ехали, могу рассказать тоже, если это кого интересует. Но факт в том, что я не знал, какая это Аргентина, какой это Буэнос-Айрес и вообще, что это за страна. Так на карте перед отлетом посмотрел, понял, что это где-то в Латинской Америке, но больше ничего. В те года не было интернета, в те года не было ютубов, не было ничего, чтобы можно было что-то посмотреть и сказать, ну, я еду в Аргентину, там то-то, то-то, то-то. Не так, как сейчас. Хотя бы можно увидеть, что здесь существуют дома, что здесь существуют какие-то парки, что здесь существует еще какая-то цивилизация. Раньше мы этого не знали. В конечном итоге мы приехали, и первый год нам было вообще не до раздумий, там надо было работать, устраиваться, все такое, а теперь вот как бы уже столько лет прошло, думаешь, а и правда, вот столько стран существует, столько там Европа, Америка, Канада, да что хочешь, там вон, Россия, Украина, все это существует, думаешь, а что засел в Аргентину, ведь я в принципе как бы и не собирался, да, вот что мне так понравилось, что я так вот засел здесь. Дело в том, что первое время мы вообще не думали, нам надо было работать, 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 а потом где-то, наверное, проживший лет, ну, думаю, лет 5, один раз мы начали задумываться над тем, а надо нам оставаться в Аргентине или не надо нам оставаться в Аргентине, или может стоит подумать и уехать, вернуться, к примеру, в Европу или, к примеру, вернуться в Украину, в то время было. И я ездил на 3 недели в Украину по делам. И побыл там, и решил, как бы, знаете, как, даже не то, что я там переклал ответственность или что. Ну, в принципе, я говорю, Свет, ну, ты подумай, я говорю, если захочешь вернуться, вернемся, если не захочешь, не вернемся. И вот она, так сказать, уже серьезно подумала, говорит, не, давай, наверное, останемся здесь. И вот я приехал с Украины, и тогда я только после этого начал делать аргентинский паспорт, документы. До этого мы, наверное, лет, я уже точно не помню, то ли 7, то ли 10 жили здесь вообще без... То есть как у нас было постоянное ДНИ, всегда были оформлены постоянные документы, но никогда мы не стремились именно получить там аргентинский паспорт, чтобы потом с этим аргентинским паспортом куда-то поехать. Это нас вообще как бы вот не волновал этот вопрос. Мы не для этого здесь жили, чтобы получить аргентинский паспорт. Мы просто жили, работали и жили. А теперь вот буквально гуляли в городе парка, думаю, а вот и вправду, столько лет, да, вот сейчас бы уехал бы, к примеру, там куда-то из Аргентины или нет. Ну, если не брать экономических вещей, потому что многие сейчас начнут, а вот заработки, а вот экономика, а вот политика. Не-не, без этого, просто про Аргентину, знаете, вот. И я вот такого Свете так даже сказала, говорю, слушай, а вот если так серьезно, знаешь, что мне тут вот вообще так прямо вот сильно нравится. Это вот еще какая-то даже, можно сказать, такая свобода. Вот, блин, вот реально у людей, если не считать, я же говорю, там вот, что экономика плохая, почему? Потому что оно все меняется. Есть свобода. Вот здесь люди живут свободно. И не только свобода потрындеть языком, там, к примеру, там, сказать что-то против правительства. Не-не-не, я не про эту свободу имею в виду. Я имею в виду, что здесь осталось до сих пор такое, что ты можешь пойти к любой реке, поймать рыбу, забрать эту рыбу. Я вот в последнее время смотрю, часто мне попадаются тиктоки рыболовные вот в Германии, да, так, как там надо, блин, пройти курсы, получить лицензию, записаться в какой-то клуб, поймать рыбешку, это надо там, ну не знаю, на каждую речку, на каждую рыбалку брать еще одну лицензию, замерить, какую-то тетрадку записать. В общем, столько байды, шаг вправо, шаг влево, расстрел. Здесь же нет. Вот захотел вот аргентинец на рыбалку, взял удочку, пошел. Кто там по продвинутей, пошел, купил лицензию. Ну, не по продвинутей, не купил лицензию. Никто ему не будет выносить за это мозг. Да, кто-то будет говорить, маленькая, отпусти там, но с другой стороны, кто-то скажет, а у меня кушать нет. Я взял и все, и забрал эту рыбу. То есть вот
И не только в рыбе. Ну, ты, к примеру, можешь поехать в поле, взять, сесть в поле, поставить палатку, разложить костер. Захочешь идти за грибами, иди за грибами. Можешь просто разложить костер, пожарить шашлыки. Никто тебе не будет указывать, что на твоем участке, если у тебя есть какой-то участок, что тебе на нем сажать. Вот когда тебе эти бурьяны там полоть, можно ли там какой-то бурьян иметь или нельзя этот бурьян иметь. Понимаете, вот ты хочешь куда-то поехать, ты, в принципе, если у тебя хватает финансов, ты просто садишься в машину, едешь. Вот в этом плане такая еще свобода, которая не так, что, ой, забор там поставил на 5 миллиметров дальше, на 10 миллиметров больше. Здесь хочет ставить забор, как у Кремля, хочет вообще не ставить никакой забор. То есть и кто-то строит, идет там в архитектуру, ну если это в городе, да, там архитектора спрашивает, то все. А кто не имеет на архитектора, он просто берет какой-то кирпич, сам себе сложил, что смог на своем участке, там и живет, и все. То есть вот в этом, в принципе, да, вот это вот еще свобода такая, как когда-то было, когда я малым там еще был, знаете, когда ты там захотел, побежал на речку, закинул удку, наловил рыбы, привез. Хочешь уха, хочешь подпускай эту рыбу. Хочешь шашлык, пошел себе на огороде, развел костер и никого не спрашиваешь разрешения, и жаришь там шашлык. Вот в этом вопросе Аргентина еще осталась вот такой первозданной. Как я рассказываю, вот мы часто видим, приехали люди на море, там у них какая-то Каса Роданте, или как у нас называется, ну вот этот как бы домик на колесах. Они, ну, заехали в кампинг, заехали, что-то не так, поехали прямо на пляжу, стали, тут же палатку поставили, живут, радуются, никто им не мешает, никто им особо, ну, как бы, если они там что-то сильно не загаживает место, никто их не гоняет, никто к ним не цепляется. Сам народ, вот это вообще вот просто, я не знаю, я вот, конечно, не езжу с утра до вечера по другим, чтобы сравнивать, но все-таки интересуюсь, видео смотрю, как говорят, тиктоки, смотрю других блогеров, новости читаю. Вот я не знаю, есть ли еще такие, ну, как бы, нормальные люди, как аргентинцы. И сейчас в этом бешеном мире редко найдешь нормальных таких людей, простых, которые относятся свободно там вот к собакам, к детям, к иностранцам, что никто тебе не будет говорить там, ты не той национальности, там, ты не такой. Тебя будут воспринимать так, ты или идиот, или не идиот, а по какой ты национальности, то вообще как бы безразлично. На детей никто не орет, собак никто не пинает, никто не выдрыгается друг перед другом, у кого красивее одежда или у кого там круче машина. Сейчас вот, но приехавших, ну я имею в виду вообще, вот туристов здесь в Аргентине в два счета видно. Вот идет аргентинец, у него может быть там и миллионы, и больше всего, но он идет вот по-простому. Если в спортзал, он идет в обычных шортах, в обычной майке, там в парке гуляет то же самое, в каком-то, может, там спортивном костюме гулять. И тут идут туристы, блин, разрисованные, распышканные, блин, как будто они там, не знаю, с музея с какого-то выскочили, смотрят на аргентинцев и думают, вау, смотрите, какие они, типа, блин, недоразвитые, а мы вот какие тут крутые. С другой стороны, аргентинцы смотрят так же самое, думают, господи, к чему эти павлины тут, блин, бродят? Думают, что на них кто-то, наверное, восхищается. То есть, вот такое вот простая такая, знаете, простая такая жизнь меня вообще тут вот так понравилось, подкупила. Я вряд ли, если тут не наступит, как говорят, вообще что-то, ну, да не могу, невозможно, и вряд ли я с этой страны куда-нибудь уеду. Вот нашел то, что действительно тебе нравится.